Глава 2. Первые врата сновидения. Прежде чем приступить к своему первому уроку по искусству сновидения, Дон Хуан остановился на том, как, постепенно прогрессируя, развивается способность человека управлять вторым вниманием. Сначала человек просто испытывает любопытство, не особенно веря в то, что овладение вторым вниманием является для него реальной возможностью. Затем второе внимание превращается в нечто порождающее ощущение. Теперь уже человек начинает его чувствовать. И, в конце концов, оно развивается в новое состояние бытия, практическую реальность. Второе внимание становится выдающейся силой, нашим пропуском в удивительные миры, образы которых до этого не могли явиться нам даже в наших самых необузданных фантазиях. Существует два способа изложения магического искусства. Первый – с помощью метафоричных описаний мира магических измерений. Второй – с помощью абстрактной терминологии, свойственной теории и практике магии. Я всегда предпочитал второй способ, хотя обычно рациональный ум человека Запада вряд ли сможет удовлетвориться любым из этих двух способов. Дон Хуан объяснил мне, что скрывалось за его метафорическим описанием развития способности управления вторым вниманием. Являясь результатом смещения точки сборки, второе внимание не может развиться естественным образом само по себе. Оно формируется под действием намерения. Таким образом, сначала человек должен генерировать намерение, развить второе внимание. При этом второе внимание остается не более чем идеей. Но в конце концов человек вырабатывает намерение сохранять второе внимание как устойчивое контролируемое смещение точки сборки. Итак, мы начнем с первого шага к владению силой, сказал Дон Хуан, приступая к изложению искусства сновидения. Я намерен обучить тебя практике настройки сновидения. Что такое настройка сновидения? Настроить сновидение значит обрести практическую способность точно управлять общим ходом развития ситуации в сновидении. Например, тебе снится, что ты в учебном классе. В данном случае настройка сновидения будет заключаться в том, что ты не дашь ситуации, развивающейся во сне, переметнуться в другое место. Ты не перепрыгнешь из класса в горы. Другими словами, ты контролируешь вид класса и не позволяешь ему исчезнуть до тех пор, пока сам того не захочешь. Но разве такое возможно? Вполне. Этот тип контроля ничем не отличается от контроля, которым мы обладаем в любой ситуации нашей повседневной жизни. Маги привыкают к этому и пользуются контролем сновидения, когда им это необходимо. Для того, чтобы выработать привычку контролировать сны, тебе необходимо начать с чего-нибудь очень простого. Сегодня ночью ты должен будешь смотреть во сне на свои руки. Когда я находился в нормальном состоянии осознания, мы почти никогда не касались этой темы. Однако, вспоминая то, что происходило со мной, когда я находился во втором внимании, я обнаружил, что мы возвращались к теме настройки сновидения и обсуждали ее гораздо подробнее. Я, например, высказал Дону Хуану все, что думал по поводу абсурдности данного мне задания. В ответ на это Дон Хуан предложил мне относиться к заданию как к занятному приключению, своего рода забаве, а не как к чему-то серьезному и утомительному. Всю свою серьезность ты можешь вкладывать в наши беседы о сновидении, продолжал Дон Хуан. Объяснение всегда требует глубокого осмысления. Ты можешь быть тяжелым и мрачным, это нормально. Но, созерцая сны, будь легче перышка. Безусловно, практика сновидения требует целостности и серьезного отношения. Но качество серьезности здесь несколько иное. Это серьезность беззаботного смеха. Каким смеется человек, которому не о чем беспокоиться в этом мире. Только при выполнении этого условия искусство видеть сны превращает их в сновидение. Дон Хуан уверял, что руки он выбрал произвольно. Объектом для фиксации взгляда во сне могли быть не руки, а что угодно другое. Все равно прием бы работал. Смысл задачи заключался не в том, чтобы отыскать в увиденном сне определенный предмет, а в том, чтобы задействовать свое внимание сновидения. Дон Хуан описал внимание сновидения как контроль, который человек обретает над сном, фиксируя точку сборки в любом новом положении, где она оказывается вследствие ее смещения во сне. Более обобщенно, он назвал внимание сновидения непостижимой гранью осознания, которая всегда существует сама по себе, ожидая момента, когда мы соблазним ее целью. Внимание сновидения – это скрытая потенциальная возможность, инструмент, который каждый из нас хранит в резерве. Однако возможности применить этот инструмент в повседневной жизни нам, как правило, так никогда и не предоставляется. Первые мои попытки взглянуть во сне на свои руки окончились полным провалом. После нескольких месяцев безуспешных усилий
я прекратил это занятие и в очередной раз пожаловался Дону Хуану на абсурдность поставленной им передо мной задачи. «Существует 7 врат», — сказал мне в ответ Дон Хуан. «Сновидящий должен открыть их, все 7 по очереди. Сейчас ты стоишь перед первыми вратами, и если ты намерен овладеть искусством сновидения, тебе предстоит их открыть. Почему ты раньше ничего мне об этом не говорил? Было бессмысленно рассказывать тебе о вратах сновидения, прежде чем ты уткнешься лбом в первый из них. Теперь ты знаешь, они реально существуют, и они являются препятствиями, которые необходимо преодолеть». Дон Хуан объяснил, что в энергетическом потоке Вселенной имеются входы и выходы, и что в конкретном случае сновидения входов 7. Сновидящий воспринимает их как препятствия, которые и были названы магами 7 вратами сновидения. Первые врата — это особый порог. Преодолевается он посредством осознания особого ощущения, возникающего перед тем, как человек проваливается в глубокий сон, говорил Дон Хуан. Это ощущение сродни чувству приятной тяжести, которое не дает нам открыть глаза. Мы достигаем врат в то самое мгновение, когда осознаем, что засыпаем, паря во тьме, и ощущение тяжести. Но как я могу осознать, что засыпаю? Существуют ли какие-либо специальные приемы? Нет, никаких специальных приемов. Просто намерение осознать, что засыпаешь. Но откуда мне взять такое намерение? Намерение — это вещь, о которой очень сложно сказать что-нибудь вразумительное. Если я или кто бы то ни было попытаемся объяснить, что такое намерение, его слова будут напоминать идиотический бред. Сейчас я попробую сформулировать. Маг формирует намерение совершить то, что он намерен совершить, просто за счет того, что он намеревается это совершить. Но это же ничего не значащее бессмыслица, Дон Хуан. А ты отнесись к ней повнимательнее. Ведь когда-нибудь тебе самому придется все это объяснять. Мое утверждение кажется тебе бессмысленным, потому что ты не рассматриваешь его в соответствующем контексте. Как любой рационально мыслящий человек, ты относишь понимание исключительно к сфере рассудочного здравого смысла, то есть к сфере ума. Но в моем утверждении речь идет о намерении. Поэтому с точки зрения мага, понимание этой формулировки относится к сфере функций энергетического тела. Маги считают, что если у человека возникает намерение понять эту формулировку, его энергетическое тело понимает ее совсем иначе, чем это мог бы сделать его ум. Весь фокус в том, чтобы добраться до энергетического тела. А для этого нужна энергия. В каких терминах понимает такую формулировку энергетическое тело, Дон Хуан? Как ощущение, чувство в теле, которое очень тяжело описать. Чтобы узнать, о чем я говорю, тебе необходимо самому это почувствовать. Я хотел, чтобы он объяснил точнее, но Дон Хуан хлопнул меня по спине, переводя тем самым во второе внимание. В то время эта его манипуляция еще оставалась для меня тайной. Я мог бы поклясться, что своим прикосновением он меня загипнотизировал. Я думал, что он мгновенно усыпил меня, и это во сне я вижу себя рядом с ним. Мы идем по какой-то широкой, обсаженной деревьями улице, совершенно незнакомого города. Сон был настолько ярким, а мое осознание происходящего настолько четким, что я немедленно попытался сориентироваться, читая вывески и рассматривая людей. Говорили вокруг определенно не по-английски и не по-испански, но город был западным. Люди на улицах были похожи на жителей Северной Европы. Я подумал, что, вероятно, это литовцы, и принялся изучать надписи на домах и дорожные знаки. Дон Хуан слегка подтолкнул меня и сказал: «Брось, ты не определишь, где мы, поскольку это невозможно. Просто я одолжил тебе немного своей энергии, чтобы ты смог добраться до своего энергетического тела, и это позволило тебе перейти в другой мир. Однако ненадолго, так что постарайся мудро использовать это время. Постарайся все рассмотреть, но не слишком открыто, так, чтобы никто тебя не заметил». В молчании мы прошли 1 квартал. Это оказало на меня потрясающее воздействие. По мере того, как мы шли, внутри моего тела нарастало ощущение тревоги. Умом я испытывал любопытство, но тело мое было обеспокоено. С пронзительной ясностью я осознал, что нахожусь не в своем мире. Когда мы дошли до перекрестка и остановились, прежде чем перейти улицу, я обратил внимание на аккуратно подстриженные деревья с жесткими скрученными листьями. Вокруг ствола каждого дерева был широкий немощенный квадрат для полива. И ни на одном из этих квадратов я не увидел мусора или травы, столь обычных для городских клумб, только угольно-черная рыхлая почва. В тот миг, когда я, прежде чем ступить на мостовую и перейти улицу, взглянул на бордюр тротуара, я вдруг заметил, что на улицах нет машин. Тогда я сделал отчаянную попытку разглядеть людей,
во множестве мельтешивших вокруг нас, рассчитывая увидеть что-нибудь, что хоть как-то объяснит мне природу охватившей меня тревоги. Как только я начинал смотреть на кого-либо, тот смотрел на меня в ответ. Мгновенно вокруг нас образовалось кольцо жестких голубых и карих глаз. Словно молния, меня поразила догадка: это вовсе не сон, это реальность, не имеющая отношения к тому, что я привык считать реальным. Я повернулся к Дону Хуану. Я почти понял, что странного было в этих людях, но тут необычный сухой ветер ударил мне в лицо, проникая внутрь и задувая в глаза, уши, рот, нос, затуманив мое зрение и заставив меня забыть то, что я собирался сказать Дону Хуану. Мгновение спустя я был там, откуда начиналось это путешествие. В доме Дона Хуана. Я лежал на соломенной циновке, свернувшись калачиком. «Я одолжил тебе немного своей энергии, и ты достиг твоего энергетического тела», сообщил мне Дон Хуан таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Я слышал его слова, но сам я был нем. Необычный зуд в солнечном сплетении делал дыхание поверхностным и болезненным. Я знал, что был где-то на грани некоторого трансцендентального открытия о сновидении и людях, которых видел, но сосредоточиться на том, что я знал, мне не удавалось. «Где мы были, Дон Хуан? Это был сон или гипнотическое состояние?» «Это был не сон», — ответил он. «Это было сновидение. Я помог тебе достичь второго внимания, чтобы ты понял, намерение — объект, относящийся не к сфере рассудка, но к сфере энергетического тела. На нынешнем этапе ты не можешь постичь всей важности того, о чем идет речь. Не только потому, что не обладаешь достаточным количеством энергии, но и ввиду того, что тебе не знакомо намерение. Ты никогда раньше не намеревался что-либо совершить или добыть. Если бы ты знал, что это такое, твое энергетическое тело мгновенно постигло бы, что единственный путь формирования намерения заключается в том, чтобы сосредоточить свое намерение на том, что ты намереваешься совершить или получить. В этот раз я сосредоточил его за тебя на достижении твоего энергетического тела. Цель сновидения — формирование намерения добраться до энергетического тела? Вдруг спросил я, побуждаемый каким-то странным импульсом. Да, конечно, можно сказать и так, согласился Дон Хуан. В данной конкретной ситуации, поскольку мы ведем речь о первых вратах сновидения, целью сновидения является формирование намерения заставить энергетическое тело осознать, что ты засыпаешь. Заставить нужно не себя, а свое энергетическое тело. Причем скорее не заставить, а просто позволить ему осознать, что ты засыпаешь. Ибо намерение — это желание, в котором отсутствует желание. Действие, в котором отсутствует деяние. Намереваться значит хотеть не желая, делать не делая. «Прими вызов намерения», — продолжал Дон Хуан, молча, с полной определенностью и без единой мысли. Убеди себя в том, что ты достиг своего энергетического тела, что ты сновидящий. Сделав это, ты автоматически научишься осознавать момент засыпания. Но как я могу убедить себя в том, что я сновидящий, если мне доподлинно известно, что я таковым не являюсь? Когда ты слышишь о том, что должен себя в чем-то убедить, ты автоматически становишься более рациональным. Как можешь ты убедить себя в том, что ты сновидящий, если тебе доподлинно известно, что ты таковым не являешься? Все дело в намерении. Ты убеждаешь себя в том, что ты сновидящий, хотя никогда ранее сновидение не практиковал, и ты становишься в этом убежденным. И то, и другое — суть одно и то же намерение. То есть мне следует сказать самому себе, что я сновидящий, а затем приложить максимум усилий к тому, чтобы в это поверить? Ты это имеешь в виду? Нет. Намерение — это гораздо проще, и в то же время бесконечно сложнее. Для его формирования требуется воображение, дисциплина и устремленность. В данном случае вознамериться означает обрести непреложное внутреннее знание того, что ты сновидящий. Это должно быть знание, принадлежащее телу. Каждой его клеткой ты должен чувствовать, что ты сновидящий. Затем Дон Хуан шутливым тоном добавил, что не обладает достаточным количеством энергии для еще одного одолжения, поэтому мне придется добираться до моего энергетического тела самостоятельно, ибо другого выхода у меня нет. Формирование намерения достичь первых врат сновидения является одним из средств достижения второго внимания и энергетического тела. Такое открытие в свое время сделали маги древности. Сообщив мне об этом, Дон Хуан буквально вытолкал меня из своего дома, велев не показываться до тех пор, пока я с помощью намерения не доберусь до первых врат сновидения. Я вернулся домой и в течение нескольких месяцев, каждый вечер, укладываясь спать,
отчаянно намеревался осознать миг засыпания и во сне увидеть собственные руки. Что же касается второй задачи, убедить себя в том, что я сновидящий, достигший своего энергетического тела, то ее выполнение представлялось мне абсолютно невозможным. Но как-то, когда я прилег отдохнуть днем, я увидел сон, в котором смотрел на свои руки. Этот случай оказался уникальным. Сон больше не повторялся. Неделя проходила за неделей, но мне по-прежнему не удавалось ни осознать момент засыпания, ни найти во сне свои руки. Однако я начал замечать, что в моих снах присутствует некое смутное чувство, словно я должен был что-то сделать, но никак не мог вспомнить, что именно. Когда я рассказал Дону Хуану о своих тщетных попытках прорваться сквозь первые врата сновидения, он дал мне некоторые указания. Когда сновидящему предлагают найти во сне определенный объект, это уловка. Истинная же цель состоит в осознании момента засыпания. А это, как ни странно, достигается не посредством установки на осознание момента засыпания, но посредством установки на устойчивую фиксацию во сне какого-либо конкретного образа. Дон Хуан рассказал, что сновидящий бросает короткие целенаправленные взгляды на все, что присутствует в сновидении. А тот объект, на котором устойчиво сфокусировано его внимание, является лишь своего рода точкой отсчета. С нее сновидящий переводит взгляд, чтобы посмотреть на другие объекты, присутствующие в содержимом сна, как можно чаще возвращаясь обратно к точке отсчета. Ценой неимоверных усилий мне действительно удалось найти во сне руки. Но руки эти не были моими. Они только казались моими. На самом же деле эти руки мне не принадлежали. Они все время изменялись, временами приобретая поистине кошмарные формы. Тем временем все остальное содержимое моих снов было на диво устойчивым. Мне почти удавалось сохранять образ любого объекта, на котором я сосредоточивал внимание. Так продолжалось несколько месяцев. Потом вдруг однажды качество моего сновидения как бы само собой резко изменилось. Я ничего специально для этого не делал. Просто каждый вечер я ложился спать, твердо намереваясь не упустить момент засыпания и отыскать во сне свои руки. В тот раз мне снилось, что я приехал в свой родной город. Не то чтобы город, который мне снился, был в точности похож на мой родной, но каким-то образом у меня возникло убеждение, что это и есть то самое место, где я родился. Началось все как обычный, хотя и очень яркий сон. Потом освещенность во сне изменилась. Образы сделались более четкими. Улица, по которой я шел, стала выглядеть заметно реальнее, чем за миг до этого. Заболели ноги. Я почувствовал, что предметы до абсурда по-настоящему тверды. Когда я, скажем, ударился о дверь, я не только ощутил боль в ушибленном колене, но и пришел в ярость от собственной неуклюжести. Я совершенно реально бродил по городу до полного изнеможения. Я видел все так же четко, как видел бы, если бы по-настоящему приехал в этот город и, как турист, бродил по улицам. Не было никакой разницы между этой прогулкой по городу во сне и любой из реальных прогулок, которые мне доводилось предпринимать в городах, где я бывал впервые. «Мне думается, ты зашел чересчур далеко», — сказал Дон Хуан, выслушав мой отчет. «Ведь от тебя требовалось лишь осознать миг засыпания. Ты обрушил стену вместо того, чтобы только прихлопнуть сидевшего на ней комара. Ты имеешь в виду, что все это было неправильно? Нет, но ты явно пытаешься сделать нечто, что уже когда-то тебе удавалось. Когда я заставил твою точку сборки сдвинуться, и мы с тобой оказались в том странном городе, ты не спал. Ты видел сон, но ты не спал. Это было сновидение. Я имею в виду, что твоя точка сборки сдвинулась в новое положение не за счет нормального сна. Я заставил ее сдвинуться. И теперь ты определенно можешь достичь того же самого ее положения посредством сновидения. Но сейчас я бы не советовал тебе это делать. Это опасно? И еще как. Сновидение требует исключительной трезвости. Нельзя допускать ни одного неверного движения. Сновидение есть процесс пробуждения, обретения контроля. Внимание сновидения нуждается в систематической тренировке, ибо оно есть дверь в сферу второго внимания. Какая разница между вниманием сновидения и вторым вниманием? Второе внимание подобно океану, а внимание сновидения – впадающей в него реке. Второе внимание – это состояние осознания полноценных миров, таких же полноценных, как наш. А внимание сновидения – это состояние осознания отдельных объектов, присутствующих в сновидении. Дон Хуан особо подчеркнул, что внимание сновидения – ключ к любому движению в мире магов.
Среди множества вещей, присутствующих в наших снах, имеются объекты, которые являются результатами энергетического вмешательства. Они внедрены в наши сны извне, посторонними силами. В умении находить и отслеживать их и состоит искусство магии. Дон Хуан настолько явно выделил эти несколько фраз, что я попросил его объяснить еще раз. Некоторое время он колебался, потом ответил. «Сны — это, если не дверь, то определенно лазейка в другие миры», — начал он. «Будучи таковыми, сны подобны улице с двусторонним движением. Через эту лазейку наше осознание пробирается в иные сферы бытия, а оттуда в наши сны пробираются лазутчики». Что такое лазутчики? Заряды энергии, которые вливаются в наши нормальные сны, смешиваясь с имеющимися там объектами. Всплески посторонней энергии, они поступают в наши сны, а мы интерпретируем их то ли как что-то известное нам, то ли как неизвестное. Ты уж меня прости, Дон Хуан, но как-то не доходит до меня твое объяснение. Не доходит, потому что ты настойчиво продолжаешь думать о снах известным тебе образом, как о том, что происходит с нами, когда мы спим. Я же настойчиво предлагаю тебе иную версию. Сны — лазейка в иные сферы восприятия. Через нее просачиваются потоки неведомой энергии. И тогда мозг или ум, или что-то еще, то, что эти потоки энергии воспринимает, трансформирует их, превращая в части содержимого сновидений. Дон Хуан немного помолчал, очевидно, чтобы дать моему уму время справиться с тем, что рассказал. «Маги осознают эти потоки посторонней энергии», — продолжил он. Заметив их, маги стараются изолировать их от нормального хода сновидений. Почему маги изолируют их, Дон Хуан? Потому что эти потоки приходят из иных реальностей. И если мы отследим их до самого их истока, они послужат нам проводниками в пространство, наполненные такими тайнами, что даже магов бьет дрожь при одном упоминании об этой возможности. Каким образом маги изолируют их от нормального течения своих сновидений? При помощи тренировки и контроля внимания сновидения. В какой-то момент внимание сновидения обнаруживает эти потоки энергии в ситуациях сновидения. Тогда весь сон тает, остается только чужеродная энергия. Дальше обсуждать эту тему Дон Хуан отказался. Он вернулся к тому, что так или иначе, но ему приходится рассматривать мой сон как первую настоящую попытку практики сновидения. А это означает, что мне удалось добраться до первых врат сновидения. Как-то однажды Дон Хуан вдруг неожиданно вернулся к прерванному разговору. Он сказал: «Сейчас я еще раз расскажу тебе, что следует делать во сне, чтобы пройти сквозь первые врата сновидения. Сфокусируй взгляд на чем-нибудь, что ты выберешь в качестве точки отсчета. Затем переводи взгляд на другие объекты, мгновение смотри на них, сразу же возвращайся к точке отсчета. Помни, если ты бросаешь лишь короткие взгляды, образы не сдвигаются». Что это значит пройти сквозь первые врата сновидения? Мы достигаем первых врат, когда осознаем мгновение засыпания, либо когда видим фантастический реальный сон. После того, как мы их достигли, нам необходимо пройти сквозь них, обретя способность сохранять образ любого объекта, присутствующего в содержимом наших снов. «Мне почти удается устойчиво созерцать объекты в моих снах, но они слишком быстро рассеиваются», — сказал я. Именно об этом я и говорю. Прием использования точки отсчета был разработан магами с целью компенсации такого качества сновидений, как мимолетность. Каждый раз, когда ты выделяешь точку отсчета и бросаешь на нее взгляд, ты испытываешь прилив энергии. Поэтому для начала не пытайся взглянуть на большое количество объектов. 4 будет достаточно. Потом постепенно ты будешь расширять диапазон, пока не научишься разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только образы начинают сдвигаться, и ты чувствуешь, что утрачиваешь контроль, немедленно возвращайся к точке отсчета и начинай сначала. Ты действительно веришь в то, что я в самом деле достиг первых врат сновидения, Дон Хуан? Да, и это очень много значит. По мере того, как ты будешь продвигаться дальше, ты увидишь, насколько легко тебе будет даваться практика сновидения. Я думал, что Дон Хуан либо преувеличивает, либо хочет меня приободрить. Но он сказал, что говорит совершенно честно. Самым поразительным явлением из всего, что происходит со сновидящим, оказывается то, что по достижении первых врат сновидения они достигают также и энергетического тела. Что такое энергетическое тело? Двойник физического тела.
призрачная форма, составленная чистой энергией. Но разве физическое тело не состоит из энергий? Состоит. Различие в том, что энергетическое тело – это только форма, не имеющая массы. Являясь чистой энергией, оно способно совершать действия, выходящие за пределы возможностей физического тела. Например, Дон Хуан. Например, в мгновение ока перемещаться в любой конец Вселенной. Сновидение есть искусство закалки энергетического тела, искусство придания ему гибкости и координации посредством постепенной тренировки. Практикуя сновидение, мы уплотняем энергетическое тело, пока оно не становится воспринимающей единицей. Восприятие, которым обладает энергетическое тело, независимо, хотя и подвержено влиянию со стороны нашего обычного повседневного восприятия. Энергетическое тело воспринимает в своей собственной отдельной сфере. Что это за сфера, Дон Хуан? Энергия. Энергетическое тело воспринимает энергию как собственную энергию. В процессе сновидения оно может обращаться с энергией тремя различными способами. Воспринимать потоки энергии, использовать энергию в качестве толкателя, чтобы, подобно ракете, перелететь в какие-нибудь совершенно неожиданные пространства, или воспринимать так, как мы обычно воспринимаем мир. Что значит воспринимать потоки энергии? Это значит видеть. Энергетическое тело видит энергию, непосредственно воспринимая ее то ли как свет, то ли как своего рода вибрирующий поток, то ли как неоднородность пространства. Или же оно прямо чувствует ее как встряску или некое ощущение, которое может быть даже болью. А тот другой способ, о котором ты говорил, Дон Хуан, использование энергии в качестве толкателя. Энергия – сфера существования и восприятия энергетического тела. Поэтому для него не составляет труда пользоваться существующими во Вселенной энергетическими потоками для перемещения. Все, что для этого требуется, выделить эти потоки и идти с ними. Дон Хуан замолчал в нерешительности, словно собираясь что-то добавить, но не был уверен в том, что это стоит делать. Он улыбнулся и продолжил объяснение в тот самый момент, когда я начал было задавать следующий вопрос. Я уже говорил, что в своих сновидениях маги выделяют лазутчиков из иных сфер бытия, сказал он. Этим занимается энергетическое тело. Оно и узнает чужую энергию и захватывает ее. Однако крайне нежелательно, чтобы сновидящий чрезмерно этим увлекался, поскольку ловля лазутчиков превращается в страсть, на поводу у которой он идет. Я не хотел тебе об этом рассказывать, из-за той легкости, с какой человек может угодить во власть этой охотничьей страсти. Затем Дон Хуан быстро сменил тему разговора и тщательно описал мне целый блок практических приемов. Я обнаружил, что на каком-то уровне они были для меня непостижимы, однако на другом казались вполне логичными и понятными. Он еще раз повторил, что намеренно контролируемое достижение первых врат сновидения есть путь к энергетическому телу. Но сохранение этого достижения зависит только от количества энергии. Маги получают необходимую для этого энергию, разумно перераспределяя ту имеющуюся у них энергию, которая используется ими для восприятия нашего мира повседневности. Когда я потребовал, чтобы Дон Хуан выразился яснее, он добавил, что каждый человек обладает определенным количеством изначальной энергии. Это количество – вся энергия, которая у нас есть. И всю ее мы используем для того, чтобы воспринимать столь поглощающий нас обычный мир и справляться с возникающими в нем проблемами. Несколько раз он с нажимом повторил, что больше нам взять энергию неоткуда, поскольку вся имевшаяся у нас энергия уже задействована. Ни капли ее не остается на экстраординарное восприятие, каковым, в частности, является сновидение. «И что же нам остается?» – спросил я. «Нам остается лишь одно – стать спрягами в отношении энергии, добывая ее любыми доступными способами везде, где только возможно». Затем Дон Хуан рассказал о том, что у магов есть особый метод добычи энергии. Они разумно перераспределяют свою энергию, сокращая ее расход за счет устранения из своей жизни всего, что считают лишним. Этот метод получил название «пути мага». Как сформулировал Дон Хуан, сущность пути мага заключается в определенном подходе к последовательному выбору способа поведения в отношении жизненных ситуаций, с которыми маг сталкивается в этом мире. То, что выбирает маг, всегда разумнее того, чему нас учили в этом мире родители, учителя, старшие друзья. Выбор мага призван исправить наш образ жизни, изменяя основу нашего отношения к самой жизни. «О каком отношении ты говоришь?» – спросил я.
Существует два основных варианта отношения к жизни, отметил он. Первый – покориться ей, либо приспосабливаясь к ее требованиям, либо с ними сражаясь. Второй – формирование своей жизненной ситуации сообразно своим собственным планам. И мы действительно можем формировать свою жизненную ситуацию, Дон Хуан? Человек способен формировать свою жизненную ситуацию в соответствии со своими установками, настаивал Дон Хуан. Сновидящие делают это. Это звучит дико? Вовсе нет. Особенно если учесть, как мало мы о себе знаем. Он сказал, что, будучи учителем, заинтересован в том, чтобы я как следует уяснил себе, что такое жизнь и что значит жить, то есть каково различие между феноменом жизни, как следствием действия биологических сил, и процессом жизни как деятельностью, направленной на познание. Говоря о формировании жизненной ситуации, продолжал Дон Хуан, маги имеют в виду формирование осознания процесса жизни. За счет формирования этого осознания мы можем обрести энергию, достаточную для формирования последствий каждого сделанного нами выбора и всего хода нашей жизни. Заканчивая наш разговор о сновидении, Дон Хуан посоветовал мне не просто подумать о том, что он мне рассказал, но постараться посредством многократного повторения воплотить его концепции в жизнь, выработав новый, более корректный и энергетически целесообразный образ жизни. Он утверждал, что все новое в нашей жизни, в частности концепции магов, которым он меня обучал, должно повторяться до полного нашего изнеможения, и только тогда мы ему открываемся. Он также отметил, что именно за счет повторения наши предшественники по социуму приучают нас к принятому в этом мире образу восприятия. По мере того, как я продолжал практиковать начальные шаги искусства сновидения, мне удалось добиться полноценного осознания момента засыпания. Кроме того, я научился останавливаться в сновидении, чтобы целенаправленно изучить любой объект, присутствующий в сюжете сна. То, что я испытывал, казалось мне по меньшей мере чудом. Дон Хуан утверждал, что по мере того, как сны делаются все более подконтрольными нам, совершенствуется и наше умение контролировать внимание сновидения. Он был прав, говоря, что внимание сновидения вступает в действие, когда его призывают, когда перед ним ставят задачу. Происходит это не как процесс в обычном понимании, занимающий какое-то время системы операций, либо последовательности функциональных действий, приводящих к некоторому результату. При этом нет. Просто случается пробуждение. Нечто, до тех пор дремавшее, начинает действовать.